Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Сегодняшний ролик про ремонт и регулировку редуктора заднего моста автомобиля ВАЗ Классика Нива. Причина ремонта — замена главной пары. Ремонт будет производиться подручными народными средствами, без применения всяких дорогих и сложных оправок, с использованием подручных методов, способов, который доступен всем и имеется у каждого в гараже. Я не претендую на абсолютную точность и техническую грамотность применяемых решений. Это исключительно мой опыт. Ну и просто хочу поделиться о том, как я это делал и что у меня в итоге получилось. Все детали редуктора выложены вот на этой картоночке. Для ремонта нам понадобится динамометрический ключ, вот такой вот хороший, дорогой, либо вот такой вот дешевый, стрелочный. Нам понадобятся ручные весы, механические, электрические, нитка и штангель-циркуль длиной 25 сантиметров. Торцевая головка на 24 и губная помада, которую я одолжил у своей любимой жены. Поехали! Итак, первый этап — собираем дифференциал. Во время сборки и регулировки редуктора мы будем смазывать все собираемые части трансмиссионным маслом, которым впоследствии будем заправлять наш редуктор. Вначале вставляем полуосевые шестеренки. Берем шестеренку, берем упорную шайбу полуосевой шестерни, смазываем все маслом и вставляем в дифференциал, в корпус дифференциала. Так, это раз. Это два. Вставили. Дальше берем сателлиты дифференциала, смазываем посадочное отверстие и торец маслом и вставляем вот так вот сверху. Аналогичную процедуру проводим с обратной стороной. Смазали, вставили, и теперь все вместе проворачиваем так, чтобы сателлиты дифференциала стали в свое законное место. Все, получилось. Теперь берем палец, также смазываем его маслом и вставляем в сателлиты. Палец должен садиться достаточно плотно, и в посадочном отверстии корпуса болтаться он не должен. Все, дифференциал у нас практически собран. Проверяем вращение. Добавляем немножечко масла и прокручиваем. Все, шестерни и сателлиты вращаются свободно, но одновременно без люфта. Вот, люфта практически нету. Это значит, что дифференциал в норме. Упорные шайбы полуосевых шестерен подобраны правильно. И греметь и создавать люфты это все не будет. Все. Есть. Дальше. Берем ведомую шестерни главной пары и надеваем ее на корпус дифференциала. Совмещаем отверстие в шестерне и в корпусе дифференциала. И аккуратненько ее насаживаем так, чтобы отверстие
совпадали. После того, как шестерня более-менее наделась, выравниваем отверстие и наживляем болты крепления шестерни. После того, как болты начинают свободно закручиваться от руки, наживляем все 8 болтов. Как видите, все болты закручиваются от руки. Кто-то советует ставить их на герметик или на фиксатор резьбовых соединений. Но практика показывает, что если болты затянуты нужным моментом, если перед этим посадочное отверстие и резьбы обезжирены и высушены, то ничего никогда не откручивается. Поэтому, на мой взгляд, резьбовой герметик на данных болтах является излишним. После того, как все болты наживлены, без особых усилий по диагонали мы аккуратненько протягиваем их с использованием воротка или трещотки. Повторяю, усилий прилагать не надо. Следующим этапом мы будем затягивать их нужным моментом динамометрическим ключом. Все, болты наживлены, и сейчас мы их протянем ключом динамометрическим с нужным моментом. Берем динамометрический ключ, выставляем момент затяжки 10 кг и по диагонали вот таким образом затягиваем крепление ведомой шестерни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Все, готово. Теперь берем подшипник дифференциала. И, используя головку на 27 в качестве оправки, аккуратно запрессовываем его на место. Все, с этой стороны готово. Переворачиваем и запрессовываем второй подшипник. Желательно не перепутать внешние обоймы подшипников, если они уже были в употреблении, потому что износ каждого подшипника он индивидуален. Так, дифференциал у нас собран. Подшипники установлены. Все готово. И теперь приступаем к следующему этапу. Для начала нам нужно установить внутренние обоймы подшипников ведущей шестерни. Сначала подшипник передний, ставим внутреннюю обойму и аккуратненько запрессовываем его на законное место. Кстати, запрессовывать его очень неудобно, поэтому будьте готовы долго и вдумчиво его ставить на место.
Да, все, она действительно села. Теперь переворачиваем и запрессовываем внешнюю обойму заднего подшипника. Технология аналогична. Все, обойма села на место. Визуально проверяем. Все в порядке. Переходим к следующему этапу. Теперь нам нужно выбрать правильную толщину регулировочного кольца для того, чтобы пятно контакта зацепление ведущей и ведомой шестерни было правильным. Тут два есть способа. Первый способ — использовать редкую дорогую оправку для измерения базы корпуса редуктора заднего моста. Либо можно взять набор регулировочных колец и потихонечку подбирать, какой же из них нам подойдет. Ну, в данном случае я использую второй вариант. У меня есть много колечек. Мы сейчас по пятну контакта будем подбирать толщину нужного. Все, надеваем регулировочное кольцо главной пары и напрессовываем внутреннюю обойму подшипника ведущей шестерни. Так, теперь смазываем это все маслом и подсобираем без распорной втулки, без маслоотражательной шайбы, чисто подшипники и флянец, ну и гайки, соответственно. Да, кстати, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Всегда буду рад вашим советам, ну и просто пообщаться. На этапе сборки и регулировки я рекомендую использовать старую гайку, а когда будет окончательная сборка уже начата, гайку будем использовать новую. Так, подсобрали, осевого люфта нету, подшипники не перетянуты. Теперь подставляем дифференциал. Вот таким образом. Да, еще один момент. Когда я редуктор разбирал, я промаркировал крышки. Вот две точки, видите? И аналогичные две точки вот здесь вот на корпусе. Это значит, что крышка была вот с этого места. Это также будет полезно. Наживляем болты крепления крышки. Наша основная задача сейчас проверить пятно контакта в зацеплении главной пары. Ну и да, забыл сказать, начинать нужно лучше с нижней крышки. Так будет проще, чтобы ничего не перекашивалось. Так, теперь берем бугельные гайки и аккуратненько их вкручиваем. Вот в таком наживленном положении они должны входить абсолютно свободно от руки.
как с одной стороны, так и с другой стороны. Теперь берем что-нибудь вроде вот такого инструмента и аккуратно подтягиваем ведомую шестерню к ведущей. Ну и заодно устраняем люфт в подшипниках дифференциала. Так, смотрим. Предварительно это все более-менее натянуто. Теперь относительно плотно затягиваем гайки крышек подшипников. Без фанатизма, но чтобы плотно сидело. Так, затвор есть. Все вращается. Дальше берем помаду, кисточку и проверяем зацепление в главной паре, преимущественно на стороне переднего хода. Сторона переднего хода в редукторе заднего моста — это выпуклая часть зуба. Чем хороша помада, на ней остаются явные следы зацепления. При этом она не высыхает, и ее легко удалить. Так, намазали. Теперь создаем сопротивление главной паре и крутим шестерню. Сейчас мы сымитировали движение передним ходом. Вытаскиваем редуктор и смотрим на пятно. Видите, пятно смещено внутрь ведомой шестерни. Это значит, что с регулировочной шайбой мы не угадали. И согласно мануалу, если пятно смещено вниз, вот он, пункт Б, нужно отодвинуть ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца. Регулировочное кольцо у нас было 2,90, сейчас поставим 2,80. Разбираем. Ну да, и перед тем, как разобрать, стираем помаду, чтобы дальше можно было уже смотреть пятно контакта по новой, без краски. Кто-то предпочитает красить краской из баллончика, кто-то гуашью, но потом все это засыхает, и удалять это трудно. А вот помада очень удобна. Так, все. Ставим назад. Разбираем. Ну, как правило, вот для подобной регулировки приходится от 3 до 5 раз разбирать, собирать редуктор. Для снятия подшипника удобно использовать вот такой съемник. Вот так это выглядит. Очень удобно. Потом берем молоток и так выбиваем подшипник.
Микрометр нам в помощь. И проверяем по новой. Ну и повторяем. Красим помадой зубья. Ну, в общем, помада у меня сломалась. Будем надеяться, что моя жена простит меня за порчу имущества. Все, намазали. И проверяем пятно контакта. Смотрим и видим, что пятно контакта переместилось со внутреннего края зуба на серединку. Теперь смотрим пятно контакта на обратной стороне хода. Задом же мы тоже будем ездить. Ну все. Пятно контакта можно считать удовлетворительным. Теперь собираем уже как положено. Вставляем задний подшипник, маслоотражательная шайба и сальник. Сальник сажаем на герметик. Наносим литол. Так, теперь распорная втулка. Как показала практика, купить хорошую распорную втулку — это та еще задача. Вы можете посмотреть видео на моем канале. Поэтому берем старую распорную втулку, берем колечко толщиной где-то 2-2,5 мм и дарим ей вторую жизнь. И дальше вставляем ведущую шестерню, смазывая ее маслом. Флянец. Теперь шайба. И новая гайка хвостовика. Берем динамометрический ключ и затягиваем гайку хвостовика. Момент затяжки 12-25 килограмм. Теперь нам нужно выставить правильный преднатяг подшипников ведущей шестерни главной пары. С учетом радиуса намотки ручные весы должны показать
2-3 килограмма. Это в случае, если мы ставим подшипники, бывшие в употреблении. Еще раз повторюсь, в данном случае на ручных весах должно показать 2-3 килограмма. Убеждаемся, что подшипники вращаются равномерно, и приступаем к окончательной сборке и установке дифференциала. Крышки подшипников дифференциала мы сначала нажимляем, окончательно их не затягиваем, для того, чтобы у нас была возможность свободной регулировки положения дифференциала и ведомой шестерни. Бугельные гайки подтягиваем так, чтобы приблизить ведомую шестерню к ведущей практически вплотную, но не притягивая ее со значительным усилием. Бугельную гайку подшипника с этой стороны тоже подтягиваем, но так, чтобы не создавать усилия. Теперь окончательно протягиваем болты крепления крышек подшипника. По-хорошему это нужно сделать динамометрическим ключом, в принципе и так сойдет. И теперь замеряем расстояние между внешними краями крышек подшипников дифференциала. Это очень важно. Теперь затягиваем бугельную гайку со стороны противоположной ведущей шестерне, таким образом, чтобы создать зазор в главной паре. И при этом крышки подшипников по внешним размерам должны разойтись на 0,2 мм. Это будет правильный зазор в ведущей и ведомой шестерне, то есть боковой зазор. Дальше проверяем, чтобы все вращалось как нужно, и устанавливаем ограничители на бугельные гайки. И в принципе процесс сборки редуктора практически завершен. Сейчас в конце я его покручу шуруповертом, чтобы окончательно убедиться, что все хорошо. И в заключении проверяем окончательное пятно контакта, мажем помадой и шуруповертом прокручиваем так, чтобы посмотреть, какое пятно контакта у нас получилось. Сначала в одну сторону контролируем пятно, потом крутим в другую сторону и также пятно контролируем. И в завершение пару финальных фоток, что же у нас получилось. После такого ремонта или регулировки редуктор должен ходить хорошо, долго и надежно. Так что всем спасибо за внимание и до новых встреч.